Дорогие друзья, всем привет! Сегодня поговорим на такую тему, как жизненные сценарии. Как разорвать круг неудач, как перестать повторять один и тот же сценарий и, наконец-то, изменить свою судьбу. Я бы хотела начать с того, чтобы рассказать, что же такое сценарий, как это понимаю я. Для меня сценарий — это как постановка в театре, то есть это что-то, это какая-то пьеса, да, это какой-то повтор вашей жизни, то есть это что-то, что вы проигрываете из раза в раз. Актеры могут меняться, вы являетесь главным героем в этой постановке. Актеры могут меняться лица, которые присутствуют в этом сценарии, в этой пьесе, да, в этой постановке. Но, скажем так, то, что происходит в этой постановке, оно является из раза в раз одинаковым. И это повторяется у вас в жизни. То есть есть какой-то цикл неудач, да, есть какой-то замкнутый круг, в который вы попадаете, и из раза в раз у вас происходит один и тот же исход решения какой-то задачи, какой-то ситуации в вашей жизни. И я хотела бы привести несколько примеров того, да, что же такое сценарий. Например, что может происходить? Возможно, вас постоянно увольняют с работы, или кто-то одалживает у вас деньги и не возвращает вам деньги. Из раза в раз повторяется ситуация. Может быть, у вас заканчиваются отношения через 3 месяца или через 5 лет. Каждый раз у вас прерываются отношения. Или ваш партнер в отношениях ведет себя постоянно одинаково, да, то есть вначале все начинается прекрасно, а потом происходит какая-то ситуация, которая будет, скорее всего, одинаковая, и таким образом вы выходите из этих отношений несчастливой и снова сокрушаясь, что а, в вашей жизни произошло какая-то опять трагедия, такая же, которая все время у вас происходит. Перед тем, как мы перейдем к практике разрывания сценария в своей жизни и выхода из замкнутого круга, я бы хотела вам сказать, что все-таки я верю в то, что наша судьба, она многовариантна. То есть нету какой-то вот единой судьбы, которая предначертана, да, очень многие люди верят в то, что есть какая-то судьба, есть какой-то конечный результат, который 100% в жизни сложится именно так. Я же верю в то, что мы вправе выбирать в каждый момент своей жизни какие-то свои действия, какое-то свое поведение, мысли, реакции, эмоции, которые мы испытываем. И таким образом мы можем поменять свою судьбу. И наша, на самом деле, судьба, наше будущее, оно очень многовариантно. Вы находитесь сейчас в точке А, есть какая-то точка С, какая-то, возможно, цель или желание, которое вы поставили, да? И есть множество вариантов каких-то дорожек, каких-то лазеечек, каких-то еще там, да, транспортных путей, чтобы вы наконец-таки пришли в эту точку С. Вот. Но также и точки С, она не только точка С, у вас есть точка С, точка Д и так далее, и так далее, и так далее. То есть я считаю, что вообще наше будущее многовариантно, и есть куча вариантов поведения и разрешения того, как наша жизнь будет складываться. Теперь я хотела бы перейти к тому, как я осознаю эти сценарии и как я делаю практику того, чтобы выйти из сценария, наконец-то его разорвать и прекратить этот замкнутый круг неудачи. Первым шагом и очень важным является то, чтобы вы осознали, что в вашей жизни присутствует сценарий. На самом деле у многим людям сложно выйти, скажем так, немного со стороны, посмотреть на свою жизнь, на что происходит, но очень часто, когда у вас повторяется один и тот же сценарий несколько раз, и вы его упорно не видите, вам могут начинать приходить какие-то подсказки, скажем так, из Вселенной. Вам могут намекнуть друзья, что посмотри, у тебя снова сложилась такая ситуация. Или вы можете посмотреть кино, и там будет такая ситуация, и вы подумаете, о, точно, это было точно так же и у меня. То есть, когда вы упорно не видите какой-то сценарий, который вам нужно пройти и извлечь из этого урок, потому что именно для этого нам даны сценарии, чтобы мы увидели его, прошли урок, и наша душа развивалась. Когда вы упорно не видите этот урок, появится какой-то сигнал, какой-то знак извне, который вам все-таки намекнет, что обрати на меня внимание. И вот если вы уже дошли до того, что вам уже и извне начинают, да, приходить какие-то знаки, все же посмотрите со стороны и осознайте, что да, действительно, в моей жизни происходит одна и та же ситуация из раза в раз, она одинаковая, исход одинаковый, и в этот момент сценарий уже на 50% перестает на вас влиять и влиять на вашу судьбу, на вашу жизнь, на ваши эмоции. Вы находитесь в диссоциированной позиции, вы осознаете, что что-то происходит, и вы уже не так вовлекаетесь, вы уже не в первой позиции, вы не живете это, вы уже можете со стороны увидеть, что что-то происходит, и это что-то вас не устраивает. На самом деле запоминаем, да, что
нами управляет то, что мы не осознаем. И в тот момент, когда мы осознаем что-то, оно перестает нами управлять. И это уже на 50% гарантия успеха. Итак, следующим моментом будет то, чтобы вы взяли ответственность на себя. И на самом деле это тоже нелегкий момент, потому что мы очень часто в этих сценариях, в своей судьбе, в том, что происходит в нашей жизни, хотим обвинить кого-то. Мы находим кучу причин и кучу доказательств того, что это постоянно со мной происходит, но это не моя вина, и вот опять и опять подруга меня предает, мошенники сами меня находят, кошелек у меня достают, и мужчины все на букву К, ну, в общем, вы знаете, то есть виноваты вокруг все, но только не вы. И вот очень важная часть того, чтобы разорвать все же этот замкнутый круг, разорвать этот сценарий, выйти из него, чтобы он больше не повторялся в вашей жизни, это вот вторым пунктом взять ответственность на себя и сказать: да, это я виновата в том, что это происходит в моей жизни. И в этот момент задайте себе вопрос: а что хорошего я получаю от того, что этот сценарий повторяется из раза в раз в моей жизни? Я предлагаю вам в этот момент прямо включить осознанность и сделать такую практику, которую делаю я. Я беру какой-нибудь красивый тоже листок бумаги или, может быть, какие-то черновики, неважно. На данный момент вам нужно будет просто много-много писать. Выделите себе 20, 40, может быть, 60 минут, зависит от того, сколько времени у вас есть и насколько сильная, да, для вас эта ситуация. Вот. Заварите себе какой-нибудь вкусный травяной чай, который вы любите, расставьте свечи. В общем, сделайте так, чтобы вам было комфортно, уютно, чтобы вы могли расслабиться, соединиться с собой и просто пишите. Наверху на листке напишите то, что, да, вот что у вас повторяется. Например, вас увольняют с работы. И напишите, почему из раза в раз меня увольняют с работы. Или там, почему из раза в раз у меня заканчиваются отношения после 3 месяцев там, или 5 лет, почему меня предают друзья и так далее, и так далее. Я предлагаю вам выполнять это задание как минимум 40 минут, потому что где-то минуты, может быть, с 10, 15, 20, зависит от того, какая у вас уже сложилась связь между сознанием и бессознанием, вы начнете выписывать реальные вот эти вот ваши настоящие установки, какие-то мысли, ограничивающие убеждения, которые действительно влияют на то, что этот сценарий в вашей жизни происходит. Если вы запутались, да, или вы перестали писать, вы не знаете, что больше писать, просто пишите: я не знаю, что писать, я не знаю, что писать, я не знаю, что писать. И в какой-то момент вы войдете в транс, и мозг реально начнет вам выдавать реальные ваши вот эти установки, мысли, возможно, какие-то воспоминания из прошлого, почему же у вас повторяется эта ситуация из раза в раз. И на этом втором этапе разрывания сценария в вашей жизни вам также нужно осознать, что находится у вас внутри, то и отражается наружу. То есть то, как вы проживаете свою жизнь, какие сценарии вы проживаете, какие уроки вы проходите, какой опыт вы проходите. Все это основано на том, вашем предыдущем опыте, на тех сценариях, на тех уроках, на тех каких-то опытах, на тех убеждениях, мыслях, стереотипах, которые живут у вас внутри. И именно потому, что они есть у вас внутри, они отражаются в окружающий мир. На самом деле мы все можем думать, что мы все живем в одном и том же мире, но поверьте, каждый человек воспринимает реальность через вот эту свою призму, да, какие-то проекции, установки, мысли и так далее, то, что я уже объяснила вам в этом втором пункте. И теперь мы переходим к третьему этапу того, как же разорвать сценарий, да, и вот этот вот замкнутый круг неудач в своей жизни. И вот теперь третий пункт, он уже на самом деле легче, чем предыдущие. Я попрошу вас сделать что-то по-другому. То есть, если вы постоянно реагировали на сценарии, да, на вот эти вот сценарии одинаково, например, если вас увольняли с работы, и после того, как вас уволили с работы, вы уходили из офиса, и тут же вы меняли свое резюме, да, как-то редактировали и так далее, размещали его на сайтах, где есть объявления по поиску работы и так далее. Если вы всегда делали так, сделайте в этот раз по-другому. Возможно, вы сможете обратиться к своим друзьям и сказать, что вы ищете работу, и, возможно, кто-то из ваших друзей как раз ищет сотрудников, и ваши навыки пригодятся для того, что они ищут. И таким образом
вы проявите другое поведение. Также точно, если, скажем, вы закончили какие-то отношения, и всегда раньше, когда у вас заканчивались отношения, вы тут же размещали анкету на сайте знакомств, вы хотели сразу же вступить в какие-то новые отношения, вы сразу же бросались и ходили на свидания, то в этот раз я предлагаю вам сделать по-другому. Возможно, вы захотите переместить фокус на себя и пожить самой собой, да, вы захотите насладиться жизнью, погулять в парке, сходить на йогу, найти какое-то новое хобби, может быть, друзей, сходить в театр. Сделайте что-то приятное для себя, примите ванну с маслами, сделайте практику для загадывания желаний, которую я записала для вас в первом видео. Сделайте что-то приятное для себя, насладитесь наконец-то временем наедине с собой, получите радость, удовольствие, наслаждение. И если это тоже новая реакция, не то, как вы всегда делали, то однозначно вы разорвете свой сценарий, и у вас появятся новые возможности и новый выбор того, как дальше сложится ваша судьба. Также на третьем этапе выхода из сценария я предлагаю вам поблагодарить Вселенную, поблагодарить себя и поблагодарить тех людей, которые принимали участие в ваших сценариях, да, можно сказать, в вашей жизни, в вашем театре, главным актером которого вы являетесь. И смотрите, какой здесь урок, да? То есть вы благодарите Вселенную за то, что она дала вам этот урок, она дала этот сценарий для того, чтобы вы его прошли, чтобы вы нашли свои ограничения или какие-то мысли, или поменяли свое отношение к предыдущему опыту. Вам нужен был этот сценарий для того, чтобы вы прошли урок, и ваша душа дальше духовно развивалась. Поблагодарите себя за то, что вы проживали этот сценарий, и за то, что сейчас наконец-то у вас появились силы, появилась смелость, появилась энергия для того, чтобы его увидеть, осознать, разорвать и сделать что-то по-другому. И поблагодарите всех участников, которые принимали тоже участие в вашей пьесе, да, принимали участие в вашем сценарии. Поблагодарите их за то, что они сыграли свои роли для того, чтобы вы смогли пройти свой урок. И дальше сделать выбор того, как бы вы хотели в будущем, чтобы ваша жизнь и ваша судьба развивалась. Последним этапом для этой практики будет то, чтобы вы определились, чего же вы хотите в будущем, да, то есть одно дело, что вы уже знаете, что прошлого уже не будет так, как было раньше, но сейчас вам нужно понять, чего вы хотите, куда вы идете, и таким образом выстраивать уже, да, варианты своего поведения для того, чтобы прийти как бы в эту точку С, Д и так далее. И для этого я записала свое первое видео, в котором рассказываю, как загадывать желания для того, чтобы они исполнились. Если вам интересно, вы можете его посмотреть, и там тоже есть очень интересная практика для того, чтобы загадывать желания. Поверьте, если вы научитесь замечать эти сценарии в своей жизни, вы научитесь их осознавать, у вас получится очень легко с помощью тех шагов, которые сегодня я вам сказала, выходить из этих сценариев и как бы завершать этот замкнутый круг неудач, и тогда у вас появится новый выбор, у вас появится такой контроль над ситуацией и того, как вы хотите, чтобы ваша жизнь развивалась. А я вам желаю, чтобы ваша жизнь развивалась в позитивном русле, чтобы у вас было много радости, счастья, удачи, и пускай ваши желания исполняются. Я вас всех люблю. Подписывайтесь на мой канал и хорошего дня!